Хайырлы таң, доброе утро. Сегодня уже 3 июня 2026 год, начало лета. Я нахожусь сейчас в Китае, в провинции Хубэй, примерно у гор Удан, точнее, может быть, даже в горах Удан. Сюда мы прилетели по приглашению Генерального консульства Китайской Народной Республики в городе Алматы. Вот. Сегодня у нас очень такая плотная, крутая программа, так что присаживайтесь и наслаждайтесь. Здесь очень узко. Давай. О, очень узко, высота позволяет пройти высоким людям, но... Здесь вообще ни одного европейца, кого-то кроме нас. Сейчас здесь 7 утра, разница с Алматы, здесь получается плюс 3 часа, если в Алматы, точнее, если здесь 7 утра, то в Алматы 4 утра ночи. Утром уже при более лучшем свете обнаружил, что здесь в номере есть спички. Неужели получается номера для курящих? Смотрите, такие еще, они, вот такие спички, короче говоря, прям брендированные. А вот даже пепельница есть. Но в самом номере не пахнет ничем. И причем, кстати говоря, в номере есть системы пожарной безопасности. Не знаю, есть ли, противодымный датчик вроде бы стоит. Но это очень странно. И заметил, что очень много розеток. Есть как обычные, есть и Type-C, и местные, и так далее. Отель здесь большой, считается курортом. В лифте есть карта местная. Сюда приезжают ради гор Удан. Вот разные туристические локации. Между Китаем и Казахстаном для казахстанцев сюда въезд безвизовый, что очень удобно. Раньше такого не было. Раньше, к примеру, чтобы получить визу, нужно было группой подаваться, как помню, вроде от 5 человек надо было подаваться, чтобы получить туристическую визу. Ух ты, что какая дискотека. Это все из-за света. Вот, у нас тут получается шведский стол, 5-звездочный отель. Салаты, конечно, свет ребит жестко. Супы дают, кстати говоря. Выбор небольшой для 5 звезд. Ребят спрашивают, возможно, это китайские 5 звезд. Из мяса нашел вот это только. И надписи все на китайском. Мне непонятно, что за мясо. Но попробуем. Какие-то есть вот такие круглые штуки. Можно также еще на утро лапшу взять. Все же решил попробовать эту уданскую лапшу. Если вдруг кто смотрел Кунг-фу Панда, то он там как раз вроде кушал уданскую лапшу. Его отец готовил. Вот это у нас второй заход. Вот так выглядит лапшичка. Готовится очень быстро. А я все думал, как утро без сладкого. Мне кажется, вот здесь отдельный столик, короче, с печеньками стоит. Так незаметно стоит еще. Печеньки очень вкусные. Прям классно. Уточнил цены здесь по стоимости, сказали, начинают цены. То есть самый стандартный номер 400 юаней. Сказали, что это примерно как раз $70 на человека. Сказали, разница в цене между для местных и иностранцев, сказали нет. Самый дорогой номер 2000 юаней. Территория, кстати, у отеля большая, зеленая, такая парковая. Такой вот, не знаю, что это место такое. Я думаю, фонтан, а походу там фонтан дальше. Погода, на удивление, с утра, пока солнце еще нормально не проснулось, погода отличная. Не как вчера. Вчера прям утром мы здесь, конечно, рано не были, только приехали после обеда, и было прям пекло, духота, как будто в бане. А сейчас классно, такой прям ветерочек, прохлада. Выезжаем из деревни Удань. Заметил, что здесь на пешеходных переходах людей особо не пропускают, так что будьте осторожнее. Если они это называют деревней, то я думаю, для нас это больше поселок городского типа или мини-город.
Мощная деревня, да? Это как минимум поселок городского типа. Сказали, что именно центральная часть деревни составляет 25-30 тысяч человек. А так, типа, если брать всю деревню, то 60 тысяч. Заехали, можно сказать, что-то вроде в парк. Это вот в горах Удан. Здесь только что Капуст проезжаем. Въезд платный, примерно 260 юаней на человека с машиной. Сказали туристам и так далее, то есть не местным. Дорога только на машине или на автобусе. Пешком нельзя. Местным только можно пешком. Дороги здесь очень хорошие, извилистые. Везде есть разметки, есть отбойники. На поворотах иногда автобусники. А вот видим местный житель. На поворотах автобусники, кто за рулем автобуса, они всегда вот бывает, что сигналят. Видимо, проверяют или дают о себе знать. Вот сейчас будем подниматься вверх и далеко вверх. Дороги здесь прям по горам очень мощные и, так скажем, хорошие серпантины. Гиды рассказывают, что дорогу построили в 2006 году, а раньше это была просто обычная, ну, как по их словам, грязная дорога. Предположу, что было просто, не знаю, может быть, старое полотно или просто, так скажем, это как сельская дорога. Вот. А так еще, оказывается, есть ставка за туриста. То есть вот это то, что я сказал, 260 юаней примерно, это за машину, оказывается. То есть там 4-5 человек, если в машине поместится. А так есть ставка за туриста, сказали, около 90 юаней. Примерно, получается, 7 тысяч тенге. Добрались до канатной дороги, нам подниматься вон туда, там, сказали, высота 1600 метров. А так мы стартанули с 600 метров, там находится где отель. Здесь есть туалет, нам дали воду. Сказали, эта канатная дорога стоит 150 юаней туда-сюда, туда-туда, обратно на одного человека. Вот такая здесь площадь. Людей становится потихоньку все больше и больше. И что интересно, погода сегодня, еще раз повторюсь, очень классная. Вчера прям было просто дышать нечем. Здесь как местные туристы, так и иностранные встречаются, но иностранных очень мало, очень мало. Вот, потому что, ну, к примеру, даже найти как бы казахоязычных туристов это почти нереально, если только искать местных казахов каких-то, да, или казахов, которые занимаются этим делом, да. А так есть как бы русскоговорящие гиды, но опять тоже их тоже не так много, но благо хотя бы они есть, да. Вот, ну, конечно же, в основном можно найти, я думаю, это англоговорящих туристов, ну и, конечно же, кто говорит на китайском. Так, по поводу этого места, мы сюда добрались, получается, из деревни Удан, или поселка Удан, где мы жили. За 50 минут проехали 27 километров. А вот так выглядят билеты, 150 юаней туда-обратно. Примерно по нашим деньгам 10-500 тенге на человека. Еще раз слово, лаудя. Лаудя. Бракатары. Ага, понял. Ну, на том экране пока что здесь бывает снег. Вот такой у нас холст встречает. Отсюда уходит канатная дорога. Там вот цены написаны. Написано для детей 75 туда-обратно, а в одну сторону 40. А для взрослых в одну сторону 80. Не знаю, зачем брать в одну сторону, если там обратно пешая дорога, конечно, непонятно. Потому что склон выглядит довольно очень крутым. Здесь все на китайском и английском языке, еще вроде корейский есть. Вот здесь ничего не моргает, свет хороший. Продают какие-то украшения. Играет какая-то фоновая музыка приятная. Есть такие горшки зеленые. Фотографии самой горы. Там вдоль горы еще какой-то есть забор, что ли. Ой, стены. Есть камеры, можно посмотреть, что происходит в онлайн режиме. Странно, здесь написано вход, entrance, здесь выход. Все идут через выход. Наверное, выход из здания. Вон Александр пошел по входу. Ой, какой вид! Много лестниц, имейте в виду.
Виды открываются потрясающе. Здесь какой-то парк. Виды, которые открываются со станции канатной дороги, вот такие. Welcome to Udang Mountains Cableway. Коммунистическая партия Китая приветствует туристов на гору Удан. Вот такие у нас сканеры вместе с фото-видео. Наши сопровождающие нас еще снимают в пути. Наша команда из Казахстана. В сторону Такая вот горы. канатная дорога. Все, мы разделились на несколько человек. Каждый поедет по отдельности, по возможности. И старт. Ух! Мощный старт. Мощный старт, да? Да, тут местами еще протереть бок, но вообще шикарно было. Это специальная тренировка, чтобы нам не жарко было. Вот 600 килограмм рассчитано 8 человек. Доппельмайер. Мировой лидер в производстве кабинок. Да. Форточки. Курить нельзя. Что-то не открывают форточки. Реально заблочены форточки. Ух ты ж, какие виды внизу. Потрясающие виды просто. До ужаса, еще жутко страшно. Что такой резкий подъем наверх. И для тех, Подъем довольно резкий, потому что уши постоянно закладывает прям. Мы там на высоте какой были? 1200 внизу, да, станция? Прикольно, у них есть накидки на свои родные сиденья. О, да тут еще ехать, обалдеть. Как они просто умудрились на этом, не знаю, на этой скале построить такое. 下站设在琼台，上站设在狮子峰，线路全长1500米，垂直高差650米，最快时速可。 Мы тут сейчас едем и тут видим, наблюдаем лестницы, пешеходный вариант спуска, оказывается, все же есть. Обалдеть можно. Получается, значит, не зря они продают билеты в одну сторону. Добрались уже до последней станции, точнее до единственной. до конечной. Да, до конечной. Ну, канатка реально прям, перепад высот нереальный, прям мощный. Уши закладывает, но уже почти перестало. Добрались. О, здесь прохладно. Или кондер работает. One way. Так, если мы выйдем, то сейчас сюда не зайдем. Emergency access карта. Короче, дальше будет лестница еще больше. Есть магазинчики, кафешки, можно воду купить. Надо подождать, я думаю, всех. А вон туда дальше нам, вот туда. Саламбаргерик. На канатной дороге за 6 минут поднялись, дальше пешком. Лестницы есть, цепи. Есть вот такие вот, за что держаться. Лестниц очень много. Написано, что огонь разводить нельзя, мусорить только мусорки. Дроны запрещены, полеты. Да. Канатная дорога подняла нас с 1200 на 1500, можно сказать. Дальше столько 100 метров пешком. Лестницы здесь местами сливаются с горной породой. Видите? Прямо вдоль лестницы небольшое погребальное захоронение. Еще и лестницы местами они
не одинаковые. Местами приходится выше поднимать ноги. Фух. Тянет назад немного. Стрёмно. Ого, так переносят вещи. Здесь разделение пропало. Все идем по одной полосе. Обалдеть. Атмосфера, бөлек. О, энергетика. Цепи. Здесь вот есть местами магазинчики тоже есть. Воду продают, снеки, еду. Виды мощные, шикарные. Нам еще туда идти вверх. Ладно, канатную дорогу построили, да? Вы как вот это вот построили, слушайте. Сколько труда. На самой вершине вот такое построить. Однозначно. Что-то с чем-то. Да, построены. Два внутри. Два здания. Два здания в одном. Да, да. Внутри снаружи один. Внутри тоже одинаково. Вокруг. Наш гид Саша. Башня. Башня. Да, это башня. Смотровая? Да. Сторожевая? Да. Видимо, когда людей много, вот такие вот очереди создаются. Да, нам дальше. А, здесь поклонение, видимо, что-то сжигают, видите? Жертвоприношение, походу. Свадьба? Бронзовый холл. Переносить сути. Наш гид рассказывает, что кто сюда заходит, у него хорошая судьба ждет. Короче говоря, ничего не спрашивайте, но ничего не видно. Попробуйте попросите посветить на меня камеру этот. Давай. Этот с этим, с фонариком. Не, посветите. У вас фонарик есть? В телефоне. Хорошо, сейчас, подожди. Здесь очень узко. Давай. О, очень узко, высота позволяет пройти высоким людям, но если у вас большой живот, то не пройдете. А так, очень узко. Если кто боится тесных пространств или темноты, лучше не лезьте. А то в панике можете остаться тут. Фу, воздуха минимально просто. Голова стройная. Ага, хорошо. Ух. Еще чуть больше у меня живот был бы, я бы не прошел. Идем дальше, продолжаем наш путь, наш подъем. Здесь, кажется, деревянные потолки, камеры висят тоже. Очень много рисунков. Ух ты, здесь много животных нарисовано. Есть мифические животные. Да, кстати, много там заяц есть. Драконы, слоны есть. Какие-то все злые, кстати. Такие места, еще деньги оставляют, смотрю. Когда-нибудь засунули, это же бог же. А, вот через вот эти боковые дырки.
Так, здесь вот еще один охранный пункт, проверяют билеты. Видимо, не все могут туда пройти дальше, только платно. У лестницы стали еще хуже. Есть металлические сваи, больше похоже на горную породу, из чего делали. Еще круче лестница. Да, подъем здесь 45 градусов, наверное. Тяжело. Сегодня день ног, походу. И ягодиц. До этого не понимал, что за запах такой. Похож, знаете, на какую-то траву лечебную, что ли, растение какое-то. Но также еще напоминало запах вот этих, знаете, когда насекомых, которые пахнут, которые выделяют какой-то запах от себя. Такой непонятный. Вот, оказывается, это они. Здесь их много. Так, лестница стала односторонней, движение одностороннее. Только в этом направлении можно двигаться. Везде вот тросы. Лестницы стали уже. Вот эти вот жилки. Здесь вообще ни одного европейца. Кого-то кроме нас, казаха и русскоговорящих, вообще никого не встречали за эти дни. Фух. Обалдеть. Ой. По пути встречаются мусорные баки. Фух. Кстати, да, очень чисто. Мусора не видать. Приходится стать вот такой вот человеческой пробки, потому что у всех разный темп. И впереди нас идут еще и дедушки, бабушки. Вот, детей, кстати, не видел. Чисто молодежь есть. Средний возраст. У меня 45 размер ноги, видите, не помещается полностью в лестницу. Сюда вот поднимаются бабушки, дедушки 60-70 лет пешком. Обалдеть. Обалдеть, тут наверху народу очень много. Обалдеть, сколько с меня пота слезло. О, смотрите, как делают люди. Вот так, видите. Главное, руками трогать нельзя, написано. И дроны пускать нельзя. Здесь замков еще больше наверху. Виды открываются просто какие-то безумные. Даже здесь есть мусорные баки. Деньги бросают. Parent Hall. Блин, даже сложно встретить тех, кто на английском говорит, туристов. Так скажем, такая, знаете, прям отдаленная, глубокая часть Китая. Все, путь вниз. Дорога вниз. Наверх, получается, с канатной дороги поднимался 25 минут. Шикарные виды.
здесь, где мы наверху были, в целом, где вот заходили в храмы, храмов очень много, маленькие, большие, и там написано везде, что нельзя фотографировать внутри храма, то есть именно вот эти статуи, скульптуры. О, мусорный бак. Сказали, что раньше вот этих цепей не было, раньше были только вот такие поручни, вот, а потом уже в более современном мире поставили цепи и веревки. И камера вот здесь вот есть. Здесь отлично работает сотовая связь, просто ловит 5G. Шикарно, конечно. Вон там вот вышки тоже камеры. Это тоже, кстати говоря, фонит, звук какой-то издает. Вот он, видите, уровень спуска, градус спуска. Короче говоря, наверх идешь, ноги уже подшатываются от того, что тяжело. Вот, а когда вниз спускаешься, дрожат. Вниз приходится спускаться бочком, потому что вот так вот обувь не помещается. У меня половина обуви висит. Точнее, ноги. Короче говоря, боитесь высоты, не любите лестницы, есть проблемы с ногами, с коленями, не знаю, там есть давление на высоте. Кстати говоря, да, наверху было 1600. Вот, так что имейте в виду все эти «но». Спустились к нижней стене, вот так она выглядит. Здесь очень много вот этих жуков, которые я ранее говорил, которые пахнут. И здесь прям идешь и прям пахнет такой запах. Он такой, знаете, говорят, что этот запах отпугивает, так скажем, ну, хищников, которые охотятся на этих жуков. Для человека он тоже немножко отталкивающий, но при этом есть сладковатый вкус. Не знаю, ну сложно это описать. Но для меня он такой, вроде и неприятный, и вроде ничего такого. Видимо, есть ночное освещение. Смотрю, местами есть эти подсветки, фонари. О, какая классная локация. По возвращению домой во время монтажа я буду еще смотреть дополнительную информацию по этим местам. И как называется, может быть, есть альтернативные названия. Так что желательно, конечно, посмотреть видео до конца. Также здесь очень много живности, мошки есть, вот эти жучки есть, сороконожки есть, я видел. Потом вот эти звездочки есть тоже. Вон какая-то локация. Местами есть вот такие прохладные места, типа, знаете, каменная кладка. Здесь прям очень хорошо скрыться от солнца. И то сегодня нам с погодой повезло, солнца особо не видно и прям нет вот этого палящего солнца. Ух. Очень много людей, поток не заканчивается. Несмотря на то, что сегодня будний день, вроде бы. В своих путешествиях, в своих видео я стараюсь делиться обо всем, о ценах, о том, как добраться и так далее. Так что на канале будет не одно видео про Китай. Обязательно рекомендую к просмотру. Будет целый плейлист про Китай. Оставлю ссылки на другие видео. Потому что сейчас Китай потихоньку открывается для всего мира. Особенности для Казахстана, тем более есть безвизовый режим. Вот такие шикарные виды открываются. И был кадр, есть кадр. Я так спустилась.
Go this way. И туалет тоже здесь. Опа. А здесь что? А что, куда нам? Это, кажется, обратно возвращаемся. Нам туда, да. Жан, нажритесь? Ух, какой мощный балкон. Какие виды. Обалдеть. Ху-ху-ху. Завораживает аж. Дух захватывает. На английском указателе, что радует. Ух ты, вот такой проход есть. Вау, как здесь прохладно. Классно. Здесь просто, можно сказать, здание вписали в скалу, видите? Обалдеть. Nó là gần bô lô, nó là cảnh sát thôn vậy. Đi xí bô lô rồi chạy nó vẫn là Ой, как здорово. Местами есть такой, знаете, прохладный ветерок. Видите, солнце скрыто за облаками. Просто сегодня погода. О, а то если было бы как вчера, пекло. Сегодня было бы просто не до шуток. Здесь вот начинается дальше пешая тропа вниз. Смотрю, есть люди, которые пешком идут сюда, обалдеть. Есть, которые пешком пошли вниз. Тем временем вернулся к канатной дороге. Можно купить разные здесь вот ювелирные изделия. А нет, это просто украшения какие-то с камнем. Ого, мечи продают. Интересно, потом их как вывозить. Посмотрел по шагам. Получается, вот как мы сюда приехали. Туда-сюда, как бы, да, сделал 3000 шагов. О, кто-то дрон запустил. Потому что наверху там были знаки, нельзя дрон запускать. А здесь, видимо, уже можно. Написано, что кабельная дорога работает с 8:30 каждый день. А в выходные до 5 вечера всего лишь. То есть допоздна не работает, ночью тоже. Смотрите, как снежно выглядит. Видите, как снега нормально выпадает. Возможно, не так много, как у нас, может быть, да, но снег здесь тоже есть. Вот, например, вот эта система, здесь, видимо, можно билеты купить, но она вся полностью на китайском. Нет перехода на английский, пока что не нашел. Главное, здесь написано «Ticket Pick-up Area». А система на китайском, получается. Видите, перевода нету. Можно так сказать, что в Китай пока что сложно приезжать просто так, без гида и так далее, в таких местах. Нужно как минимум разбираться в их приложениях, понимать хотя бы какие-то базовые китайские слова. Вот. Ну и иметь вот этот местный их WeChat. Они постоянно везде пользуются WeChat'ом, это можно сказать их, если как в Казахстане говорить, как этот, типа как Каспий банк, короче говоря, только WeChat это приложение мессенджер. На выходе можно купить разные сувениры. Есть изделия из нефрита. Матрешки есть. Есть даже разные сладости. Магнитки, трости продаются. Есть не сладости. Вернулись вниз. Есть вот такие из манго. Говорят, без сахара. Сладости тоже.
Какие тут казинаки. Можно попробовать всего. Стоит, например, пачка 3 штуки 100 юаней. Отсюда мы начали, сюда и вернулись. Есть прям выход для туристов, Tourist Exit. Мировая практика. Всегда делают вот такие вот базарчики, небольшие магазинчики с сувенирами на выходе. Прям, слушайте, вот ножи, мечи везде. Вот и выход. О чем я ранее и говорил, вот вам, пожалуйста, солнце. Облака разошлись. Мы спустились вовремя, потому что если сейчас пошли бы, то это было бы еще сложнее и тяжелее. Сейчас уже печет. Кстати, что самое интересное в этой поездке, на удивление больше ютуберов, чем других блогеров. Вот, к примеру, один из них, Ярасол. Қазақша жүргізетін блог на казахском. По разрешению Генерального консульства нам разрешили сюда привезти дроны и без проблем их здесь использовать. Да ты че? Ну, нам так сказали. А так в обычное время здесь типа нельзя использовать дроны. Постепенно наше видео подходит к концу, к заключению. Сейчас у нас по программе уже дальше обед, и мы выезжаем в другой город. Про это будет уже отдельное видео на канале. Рекомендую подписаться, поставить колокольчик и не пропускать новые выпуски. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.